Девочки, всем привет, всем добрый день. Наконец-то я опять на своем канале. Очень сильно соскучилась. Ну, не было у меня времени. Сейчас у нас огородный такой период, еще и рабочий, поэтому немножечко с запозданием. Но я знаю, что у нас наступает следующий год. Это год змеи. И я хочу для вас связать змею. Схемку собрала я сама, там, в принципе-то и нечего собирать. Все дело только в голове. Хвост, он есть хвост, да, вяжется трубой и все. Там в конце только делаются убавки, плавно переходные. Но самое главное голова. Итак, всех змей, которых я уже связала, перед тем, как сделать это видео, я делала пробные змеи, 2 штуки, и я покажу вам их в самом конце, вместе вот с этой змеей, которую мы сейчас свяжем. Итак, для того, чтобы связать эту змею, я использовать буду крючок номер 5 и пряжу Himalaya Dolphin Baby. Если вы хотите вязать змею одним цветом, то вам понадобится основного цвета 1 клубок и еще где-то метра 2-3. Все зависит от длины вашей змеи. Вы можете, в принципе, если там вам не хватает, да, пару метров, можете оставить ее не сильно длинной делать. Это уже на ваше усмотрение. Вот, я связала сейчас, как для пробы, 2 змеи. И у меня одна 1 метр, другая 90 сантиметров. На одну, которая полосатая, мне хватило по 1 клубку, да, и то там остатки были, где полосочки шли. А для одного цвета змеи мне нужно было 1 клубок, и вот именно такой, какой я ее хотела, мне не хватило еще пару метров основного цвета. Ну, там был один только белый. Вот. Крючок номер 5, Himalaya Dolphin Baby. Вязать я хочу ее в этом случае. Основной цвет будет белый, значит голова белая, там кусочек шеи. И потом идут полосочки, чередуясь. 1 ряд черный, 3 ряда, например, рыжего. И 1 ряд черный, и потом какая-то часть белая, чтобы вот выделить вот такие контрастные полоски черный с рыжим. 330 номер, 308, это не 301, 308 и 311. Так, глазки. Сразу вам покажу, какие я буду использовать глаза. Одну змею вот с такими глазами я уже связала. В конце видео вы увидите ее. Вот, конечно, такие глаза, они очень красиво будут смотреться именно на змее, которая белая, у которой голова белая. Вот, тогда она будет более реалистично смотреться, потому что вот этот белый контур, он сливается с пряжей, и глаза так не выделяются сильно, как игрушечные. Они и так игрушечные рисованы, но она более реалистична, как хотела сказать. Если вы будете вязать черную змею, то они тоже могут там красиво смотреться. А вот на каком-то другом цвете она будет выделяться как игрушечная, да, она должна как-то сливаться здесь. Вот. Эти глазки я использовать не буду, но если у вас есть интерес, я ссылочку поставлю на Одноклассники, где я эту фурнитуру приобрела. Вот. Я думаю, что именно тот цвет, который бросается в глаза, в этом случае рыжий цвет, именно такого цвета нужно подбирать глаза для этой змеи. Тогда она будет все как-то подходить друг к другу. У меня есть вот такие глазки. Они, конечно, на 100% в этот цвет не входят. Это более какой-то грязно-оранжевый. Он у меня тоже есть такой цвет пряжи, но я решила взять рыжий, именно вот остатки, да, использовать для такой игрушки именно то, что у меня лежит, чтобы не распаковывать новые упаковки. Поэтому я сейчас вот не знаю взять или вот эти глазки, они 15 или 14 миллиметров. Вот эти глаза, они в длину 2 сантиметра. Вот, и я вот думаю, скорее всего, может быть, я вот эти возьму, чтобы потом в контрасте, или когда в связи уже, когда она все полностью связана, мне кажется, она будет очень красиво смотреться. Или вот эти глаза я возьму, или также можно взять вот такие стеклянные глаза. Они просто клеются на горячий клей. Мне кажется, они тоже офигенно будут смотреться. Да вообще все кошачьи глаза подходят к змее. Или также есть еще вот такие блестящие черные глаза с золотом, да, золотистые. И такой у них зрачок, как у кошки, ну или как у змеи. Вот это чисто змеиные глаза. Тут рисунок такой вон. И вот они сюда тоже очень классно подходят. Прям вот эти золотистые. Очень классно. Но она будет на белой сидеть. Единственное, что здесь я немножко смущаюсь насчет размера. Потому что голова не такая уж сильно большая. И я не хочу, чтобы у этой змеи глаза были выпуклые так сильно, да. Вот из таких глаз я уже вязала.
и зеленых, и они очень красиво подходят именно в размер. Эти как будут смотреться, я не знаю, они 16 миллиметров. Как голову свяжем, так посмотрим. Окей? Вот. Ну, однозначно я буду или эти, или, может быть, даже вообще эти приклею. Хотя я больше претендую на эти. А вот по цвету эти даже лучше подходят. Короче, давайте посмотрим. Сперва свяжем голову, и потом их вставим, там будет видно. Итак, самое главное, как говорится, в этой змее, это голова, да, чтобы она более-менее была похожа на змеиную. Остальное вяжется хвост. Хвост вяжется примерно, я не знаю, там 50 сантиметров длиной, чередую в эти полосочки. И потом уже остальные 30 или 40 сантиметров вяжется точно так же. Но каждые 10 рядов делаем по одной убавке. Это я вам все тоже покажу. Итак, приступим к вязанию головы, девочки. Берем белый цвет, или вы выбираете свой цвет, который вам больше нравится. Я хочу связать белый, потому что я выставила на инстаграме эту белую змею, и она больше всем понравилась. Я хочу таких еще 2 связать. Я буду на немецком вязать, чередуя черный с желтым, а вот в этом видео, как я уже показала, черный с рыжим. Мне кажется, она будет оригинальная. Итак, я надеюсь, я не разучилась вязать, а то я долгое время не вязала. Сделала, конечно, паузу очень длинную, но, блин, работа и огород, и дети, и кухня, и жрачка, и стирка, и уборка, и все такое. Ну, еще чуть-чуть, там, что-нибудь параллельно. Итак, кольцо амигуруми. И вяжем с вами 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вязать-то я, конечно, не разучилась. Я вязала все это время. Столько зайчиков навязала. Девочки, я вам потом покажу. Последний мой видос с зайцами, которым был, я уже, по-моему, 8 штук связала. Это еще отдельная история выйдет. Я использовала все различные носики, которые у меня были, разного цвета. И вот под эти носики навязала этих зайчиков. Это видео потом выйдет после вот этого видео. Вы увидите на моем канале. Вот. Как-то в видео вам говорила, что хочу поэкспериментировать. Ну, там вообще красота получилась. Так, просто мне как-то не было вот это время, вот именно вот вдохновление сесть сюда, да. У меня не получалось. И со временем, и с настроением чисто для себя хотела связать. Все, я не буду больше отвлекаться, вяжем. Итак, кольцо амигуруми, 6 столбиков. И теперь мы вяжем с вами 6 прибавок. У меня 2, 4... Вот первая у меня, вот она. Итак, вяжем в каждый столбик, мы вяжем одну прибавку. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. У нас 12 столбиков. В следующий ряд мы провязываем с вами 1 столбик, 1 прибавка, и так 6 раз. Провязываем 1 столбик и 1 прибавка. И так далее. Весь ряд. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. У нас с вами сейчас 18 столбиков. Я поставлю маркер. Девочки, я тоже по вам соскучилась. Очень. Такое ощущение, как будто первый раз за видео села, честное слово. Ну, правда, много времени прошло. А стул так и скрипит под моей задницей. Его, короче, никто еще не отремонтировал. Там не отремонтируешь. Там дерево есть, дерево. Итак, следующий ряд. 5 столбиков прибавка, и так 3 раза. Маркер у нас стоит.
провязываем 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и делаем 1 прибавку. Далее 1, 2, 3, 4, 5 и делаем 1 прибавку. И последний раз. 1, 2, 3, 4, 5 и 1 прибавка. Так, у нас сейчас с вами 21 столбик. Провязываем 1 ряд без изменения 21 столбик. Провязала этот ряд. Следующий ряд мы вяжем с вами 6 столбиков прибавка, и так 3 раза, и 1 ряд без изменения 24 столбика. Итак, провязала эти ряды. Теперь мы вяжем с вами 1 ряд с прибавками. Итак, провязываем сперва 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Теперь мы провязываем 4 подряд прибавки. 1 прибавка, 2, 3, 4. Теперь провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь провязываем опять 4 прибавки подряд. 1 прибавка, 2 прибавка, 3 прибавка и 4 прибавка. До конца ряда у нас остается 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Так, ставим здесь маркер. У нас с вами 32 столбика все вместе. 32 столбика. Ставим маркер. И мы провязываем с вами 8 рядов без изменения 32 столбика. 8 рядов. Итак, я провязала 8 рядов 32 столбика. Тут у меня начало ряда снизу, нижняя часть. Вот эти вот выемки, они как раз для глаз. Вот здесь вот садятся глаза. И теперь мы будем делать еще пару рядов с убавками. Итак, провязываем с вами 4 столбика. Вот как мы прибавили, так мы и убавляем. Провязываем 4 столбика. 2, 3, 4. Теперь мы провязываем 4 подряд убавки. Я провяжу эти убавки за передние полупетли. 1 убавка, 2, 3, 4. Далее вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь вяжем опять 4 убавки. 1, 2, 3, 4. До конца ряда у нас 4 столбика остается. 2, 3, 4. У нас 24 столбика. Теперь я бы, в
принципе, можно было до этого глаза вставить. Но я сейчас обязательно уже кровь из носа. Надо вставить глаза. Так, сейчас будем пробовать, девочки. Даже не знаю, какие. Я больше претендую к рыжим вот эти. Ну и хочется вот такое. Я боюсь, что они не будут большеватые. У меня поменьше нет. У меня вот только самые маленькие 16 миллиметров. Вот. Вот так смотрит, да, как змея. Взгляд у нее должен быть не вот так, а вот так. Черточка вот так должна смотреть. Я сейчас не умничаю. Я просто говорю, потому что я не раз так поставила. Потом сказал что-то не то, так повернула. Он у него косит. Поэтому я не умничаю, просто я для тех, кто такой же иногда неуклюжий, как и я. Так, глаза я вставляла. Вот идет одна прибавка, вторая, третья, четвертая. Вот в эту галочку один глаз. И также тут, где вот отсюда, с этой стороны, первая прибавка, вот в эту галочку. Что, попробую я его вставить сперва, потому что хочется что-то такое блестящее. Но я боюсь, что он большой будет для этой змеи. Хотя можно, но оно выглядит не так сильно естественно, мне кажется. Можно, в принципе, если честно. Но я возьму маленькие. И я возьму маленькие вот эти. Хотя, блин, вот эти рыжие тоже красиво. Я имею в виду блестящие. Я возьму вот эти глаза. Может быть, в немецком видео я сделаю блестящие. Скорее всего. Так, здесь вот смотрим, чтобы глаз у него смотрел ровно. И его теперь крепим. Здесь можно прям хорошо крепить, чтобы он сам, потому что утяжки здесь я не делаю на этой змее, чтобы он сам туда углубился внутрь, без всяких утяжек. И даже если чуть-чуть пряжа на глаз ложится, кладется, если чуть-чуть пряжа на глаз кладется, это не страшно. Это дает еще более такой злой взгляд, поэтому протягиваем как можно хорошо. Здесь тоже смотрим. Вот что-что, но YouTube меня научил, что ложить нет такого слова, а класть, видите? Так что все, что не делается, все к лучшему. Век живи, век учись. Меня так подробно в школе не обучали, как на YouTube. Так, что у него ровно? Не так, чтобы у него косилка куда-то туда. Я думаю, вот так я оставлю. Цак. Ну вот. Единственное, что если вот белой пряжей вяжешь и постоянно мусолишь, смотришь, куда этот глаз, как его закрепить, и потом уже такое ощущение, что эта голова до такой степени замученная, затисканная вся, что она уже как будто не белая. Поэтому, девочки, перед тем, как вязать, мойте руки на всякий случай. Хотя мы руки после короны уже все привыкли, да, домой пришли, сразу руки мыть, домой из дома ушли, тоже руки мыть. Вот, но это реально, вот это, ее замусоливаешь, эту пряжу, даже не от того, что руки грязные, а от того, что выделение все равно же есть потовые, поэтому хочешь не хочешь. Так, у нас сейчас с вами 24 столбика, и мы вяжем 2 ряда без изменения 24 столбика. Хотя можно, в принципе, чуть-чуть заполнить голову. Ну-ка, подождите. Что у меня тут? Растормошила недавно одну игрушку, поэтому до сих пор как будто бы стянутая все. Это вата. Ну, это холофайбер, это не вата, но. Так. Я вам еще не показывала, какой ротик будет. Ротик я здесь не вяжу. Здесь у меня пластиковые такие язычки у меня есть. И эти пластиковые язычки, я их резала так, как мне надо. Я вам тоже это покажу. Когда вот будем мордашку немножко оформлять, я вам покажу. Эти тоже язычки можно купить в Одноклассниках у одной девочки, которая продает
в России фурнитуру. Я ссылочку поставлю под этим видео. Вот, они обыкновенные, такие, как круглые нормальные язычки, но я их ножничками резала. Итак, самое главное, девочки, когда вы заполняете, здесь не обязательно, чтобы что-то было такое толстое. Здесь должно быть плоско, как фанера. Вот здесь надо выделить щеки. Вот эти вот 8 рядов, которые мы вязали, они именно для этого тут и предназначены, чтобы сделать вот такие, это форма головы потом такая получается, да, выделить вот такие щечки. Их нужно обязательно. Плюс чуть-чуть в конце здесь можно приподнять голову, чуть-чуть, не сильно. Вот. Так, давайте еще сделаем убавки, пару рядов провяжем, потом она легче ватой наполняется. Самое главное носик сделать. Я хоть все снимаю. Щеки наполняем. Это не щеки, это голова такая. Ну, в этом случае мне легче. Вот красавчик, он уже сейчас как живой. Так, ладно. Давайте еще один ряд с убавками. А нет, подождите, мы же провязали сейчас с убавками, да, ряд. У нас 24 столбика. Вяжем 2 ряда без изменения, 24 столбика. Итак, я провязала эти 2 ряда. Следующий ряд с убавками. Вяжем 5 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5. Теперь делаем одну убавку. Так, дальше провязываем 10 столбиков, 1 убавка, 5 столбиков. Окей? Я повторяю. 10 столбиков, 1 убавка, 5 столбиков. У нас будет с вами 22 ряда. Ой, извиняюсь, 22 петли, и мы провязываем 1 ряд без изменения. Окей? Я повторю этот ряд. Мы сейчас провязали 5 столбиков, потом делаем 1 убавку, потом провязываем 10 столбиков, делаем 1 убавку и провязываем до конца ряда 5 столбиков. У нас будет 22 столбика, провязываем 1 ряд без изменения данных. Так, девочки, провязали. Теперь мы можем еще раз слегка наполнить голову. И опять же, как я уже сказала, сделать вот эту вот форму. А форму это можно сделать только именно наполнителем. Чтобы вот эта вот форма. Потом очень важно, когда мы еще ряд сейчас провяжем с убавками, выровнять вот этот ряд с убавками, чтобы не было здесь вот такое, знаете, как углубление. Оно должно все плавно переходить. И все вот эти вот моменты, их можно кашировать только с помощью ваты. Это уже когда мы такую вот штуку провяжем. Okay? Ну вот, видно же, что вроде бы как змей должен быть. Конечно, видно. Чуть-чуть можно и голову выделить. Вот так вот. Если честно, я вот его обмотала у себя в коридоре, да, за этот, как он называется, господи, ну вот лестница ступеней и девочки, что у меня вообще уже, короче, по ступени поднимается и вот эти вот, да что такое, господи, как она называется-то? Ладно. Как она по-немецки, по-русски, я вообще не знаю. Ладно. Все, я сейчас вас достану только. Короче, вот по этим палочкам. Сейчас, подождите секунду. Мне уже стыдно. Сейчас я вспомню, как она называется. Девочки, я вспомнила. Перила. Ой, как стыдно. То я не вспомнила. Я спросила.
Представляете, это кошмар. То она постоянно днем и ночью эти перила в голове, потому что когда ты пытаешься эту игрушку красиво сфотографировать, а тут из головы прям вылетело и все. Итак, это перила. Так вот, если у кого-то есть такая лестница наверх, да, с такими вот рейками, очень красиво обмотать вокруг реек. Она, конечно, без проволоки, но вам нужно будет не так много эту вату набивать в змею, да, в хвост, чтобы он немножко гнулся. Вот. Оригинально смотрится. Я уже думала повешать одну, и пусть она там висит, но она запылится. Понимаете, когда постоянно все ходят, еще кот у меня бегает, он такой же белый, как эта змея, он за родню привет. У нас конкуренция будет. Поэтому вам решать, куда, да, или игрушка, или как чистое украшение на 25-й год. Но смотрится шикарно. Итак, я провязала эти убавки, провязала один ряд без изменений, 22 столбика. И теперь мы вяжем еще один ряд с убавками. Итак, провязываем 4 столбика. Я их уже провязала здесь, да, потом поняла, что я чересчур тороплюсь. Итак, мы стоим здесь, провязываем 4 столбика. Теперь мы вяжем одну убавку. Теперь провязываем 10 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И делаем одну убавку. И до конца ряда у нас еще остается 4 столбика. Раз, два, 3, 4. У нас сейчас 20 столбиков. И теперь вот этими 20 столбиками мы будем вязать хвост. Голова, в принципе, красивая. Я сюда больше бы ничего не добавляла, ни ваты, ничего. В принципе, она шикарная. Сделаем, конечно же, ниточками такие брови ей. Прям вот не вот так, такие грустняшки, а прям вот так. Вот такие вот злючие такие брови. Сделаем потом ноздри, такие 2 точки черные. И такой уголочек сделаем. И покажу вам еще язычок. Это мы вот в самом конце, когда будем оформлять мордашку. Окей? Итак, у меня сейчас 20 столбиков. И мы вяжем с вами, давайте примерно, я думаю, что вот, давайте свяжем, сколько это сантиметров сейчас. Так, ну, я бы сказала, где-то 8 сантиметров свяжем белой пряжи еще. Окей? 8 сантиметров. Или сами смотрите, какую длину. Если, конечно, вы будете вязать ее такой же, как и я, в полосочку. Если одним цветом, ну, подождите тогда, да? Пока я до полосочек дойду. Итак, провязываем вот такой штукой еще примерно белой пряжи. 20 столбиков. Просто в круговую вяжем. И, конечно же, заполняем ватой, да? Заполняем и не забываем. Я когда вот такой штук провяжу, я буду заполнять вот эти места, и чтобы они не были у меня вот такие вот, а были вот такие плавные. Вот так оно должно быть. Обязательно вот эти места очень плавно заполняем ватой, чтобы все было одинаково. Итак, девочки, я провязала немного шею. Сейчас я чуть-чуть заполню ватой. В принципе, чуть-чуть нет, но полностью уже все заполняет, да? Но не забываем оставаться в форме. В этом случае змеиной. Вот видите, вот эти убавки, они здесь немножечко выделяются. То, что мне не очень так нравится. Но без них, или, как говорится, от них никуда не денешься. Вытягиваем их. Сильно вытягивать тоже нельзя, потому что у них должна быть вот эта вот форма перехода. Она должна быть... Сильно уж, ладно, не надо прикапываться ко всему. Тоже хорошо идет. Вот как она идет, можно чуть-чуть вот так вот сделать.
и идет плавный переход. Где голова? Ну вот это вот эти все места, их потом можно откоррегировать с помощью цыганской иголки. Это в самом конце я тоже вам покажу, вытягивая вату. Например, вот тут вот, где голова, вот в этом районе, можно вату чуть-чуть наверх подтянуть, чтобы выделить, что не такая уж она и дурочка. Мозги у нее есть, и еще какие. Так, как-нибудь чуть-чуть. Не знаю, видите вы, не видите. Ну вот как-то так. Здесь более плоско, здесь туда втянуто, здесь немножко углублено, здесь немножечко плавненько переходящее. Все, пойдет. Замусолила я уже эту голову. Но хочется, чтобы она прям вот имела форму этой змеи. Связать это одно, надо еще как-то ее правильно заполнить. Так, далее вяжем теперь просто полоски. Мы сейчас, вот вы знаете, я когда какой длины я вяжу только вот 20 петель. Я измеряю голову и нужную длину, это все вместе где-то вот с головы и до конца этой части 70 сантиметров должно быть. 60, 65 или 70. Да, там большую роль сильно не играет, в каком вы месте начнете делать убавки. Так вот, я делала в своих змеюшках. Так звучит красиво, да? У меня сразу другая картина. Это как про змеи говорю, я сразу вижу кучу баб. Не знаю почему это. Знаете, как это, как оно называется? Рабочий класс сразу вижу, да? Это кто живет в таком маленьком сотрудничестве, где вот одни змейки. Это хуже некуда. Классно работать в большой фирме. А когда ты работаешь маленько, там одни такие. Сплошной гадюшник. Может, кому-то везет, может, кто-то и счастлив. Итак, блин, что-то я все время от темы отхожу. Я чувствую, блин, меня тут будут занозить потом. Ну ладно. Итак, голова, носик. Начало носика и до нужной вот части тела где-то примерно 70 сантиметров. Эту часть мы будем вязать 20 петель без изменений. Мы будем просто вязать, чередуя пряжу. Это значит ввязывать полосочки, да? Вот. Как 70 сантиметров полностью провяжется, потом уже через каждые 10 рядов мы будем делать одну убавку. Змея должна быть длинная, если она короткая, она некрасивая. Поэтому убавить уже вот до такого кончика хвоста достаточно будет, чтобы каждый 10-й ряд делать одну убавку. Так, теперь будем вводить черную нить и будем провязывать, я думаю, один только ряд с черной. Она должна быть такая нежная, не сильно большие полоски. Да, я думаю, один ряд. Итак, переходняк здесь тоже должен быть хороший. Для этого, не так, как я всегда делаю со ступенями, давайте сделаем так. Провяжем, вот мы провязали, да, последнюю петлю, провяжем здесь соединительную петлю. Соединительную провязали, слегка ее вытянули. Теперь вот у нас одна петля, вот вторая. Вот в эту вторую выводим черную нить. Потом здесь делается вообще-то еще одна петля, но тут будет ступенька. Я вот тоже увидела в ютубе, кто так смену делает. Они провязывают еще одну воздушную петлю. Я ее не провязываю, иначе будет все равно ступенька. Поэтому я просто нить вытянула. И теперь иду, захожу вот в это место. Я не знаю, вы видите или нет. Вот под эту петлю. Под эту петлю. Вот так. Раз. И вытянула. И теперь вот эту петлю я одеваю наверх. Потом провязываю все вот эти 3 за раз. Еще не затягиваем. Затягиваю сейчас белую. Она должна исчезнуть, вот эта белая. Раз. Мы ее затянули.
Вот. И теперь мы вяжем один ряд черной прядью. Вот эту ниточку черную я ее провяжу еще пару петелек. Окей? Белую я затянула. В сторону ее туда убираем назад. И теперь провязываем. Провязываем прям под петлей. Провязываем ряд без изменения черной пряжи. Конечно, у меня сейчас будет целый здесь салат этих всех цветов. Но мне самое главное показать суть. Если вы делаете смену нити по-другому, делайте так, как вам удобнее. То тогда не смотрите то, что я тут химичу. Просто берите, меняйте нить на черную и провязывайте один ряд без изменения. Для меня это единственный метод, который я запомнила и который для меня не так комплицирован его менять. Так, провязываем до конца. И вот здесь, вот эта вот петля, которая вот так кверх лежит, вот так, в нее нужно войти. И ее тоже провязать. Вот. В следующую петлю я сделаю также соединительную петлю. Нитку я не обрываю. Теперь я буду брать вот эту рыжую. Так. Секундочку. Так, беру рыжую и точно так же ввожу. Сперва вот одна здесь петля и вот вторую петлю. Во вторую петлю я ввожу эту рыжую. И также ввожу крючок под эту петлю. Протягиваю еще одну. Теперь эту черную я одеваю на крючок. Чуть-чуть черную затягиваю и провязываю вот эти все 3 за раз. Черную затянули, рыженькую натянули и провязываем. Давайте провяжем 3 ряда. Обязательно нужно провязать под этой петлей и вяжем весь ряд далее. Вот, когда вы этот ряд провяжете, то последняя петля это вот эта вот, да, вот в нее обязательно нужно войти. Это вот начало ряда. В нее входим и провязываем еще 2 ряда. Значит, мы рыжей 3 ряда, пожалуйста. Вот, посмотрите, я ряд провязала и вот ввожу сюда крючок. И это идет как петля. На всякий случай я вам еще советую пересчитать петли. Должно быть 20 петель. Окей? Ну и примерно вот такой вот переход получается. Можно эти все ниточки еще подтянуть, если надо. Вот как-то так. Лучше, чем у меня. У меня вообще постоянно такие ступени. Если честно, я только из этих ступенек я не люблю вязать полоски. А это более-менее нормально получается. Вяжем 3 ряда. Итак, вот я провязала эти 3 ряда. Теперь я делаю одну соединительную петлю. И делаю смену нити на черную. Ниточку чуть-чуть натягиваем, но не так сильно, чтобы не стягивалась вся вязка. Теперь вот первая, вторая. Вот в эту вторую ввожу. Теперь ввожу прям под эту петлю. И одеваю эту петлю. Теперь все 3 провязываю за раз. Рыжую натягиваем, чтобы она исчезла, но не порвалась.
Вот у меня сейчас она вот исчезла. Видите, она чуть не порвалась у меня потихонечку. Надо не так сильно затягивать. И теперь провязываем. Вяжем сперва прям под этой петлей. И провязываем один ряд. И эти нитки обрезать не надо. Они просто протягиваются внутри. Оставляем их, как они есть. Просто они лежат внутри у нас. До нужного выхода на сцену. Не забываем наполнять ватой. Я еще пока не наполнила. Так. 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 Вот так. И теперь провязываем вот в эту. И теперь делаем одну соединительную. Вот. Потом берем белую. Вводим во вторую. Это первая, вторая. Выводим. Вводим прям под петлей. Выводим. Одеваем саму петлю. Слегка уже натяну. Протягиваю белую через 3. Натягиваю черную. Подтягиваю белую. И вяжем. Сколько вяжем, смотрите на ваше усмотрение. Вот здесь вот, чтобы у нас все количество петель оставалось, 20, обязательно нужно вот под эту петлю одну петлю вывести. И считайте петли, да, потому что вот в этом моменте, где мы соединительную делаем и вытягиваем, потом можно лопухнуться, и получается не 20 петель, а уже 19. В следующем ряду потом 18. Я постоянно считаю. Ну, я не знаю, как у вас, у меня так. Конечно, можно взять и полегче связать одним цветом. Ну, вот, девочки, но оно того стоит. Но она, правда, будет потом красивая. Вот этот вот контраст рыжий, черный, белый. Я, конечно, не знаю, я еще и не вязала в таком цвете. Но посмотрим, что я уже просто вижу, что будет круто. Так, и вот сюда. И вяжем далее. Так, сколько будем провязывать? Ну, вот такой у меня переход получается. Наполняем ватой. Самое главное, чтобы вот эти переходы вот здесь делали, да, потому что хочешь не хочешь, они все равно немножко косят. А здесь красиво. Посмотрите уже, какая она будет красивая. Так. Ну, я думаю, я бы, например, связала бы здесь белой пряжи вот примерно... Ну, однозначно белой пряжи должно быть после вот этого вот, этой полосочки должно быть больше. Здесь вместе идет 3, 2, 5. Ну, я думаю, я бы сделала... Сколько здесь вот так рядов? 2, 4, 6, 8... 10 рядов. Вот я буду вязать 10 рядов. 10 рядов, потом опять вот так вот смену. 10 рядов белый, потом опять смену. Вот. Провязываем вот эту длину до того, как она будет, начиная с носика и до конца, будет 70 сантиметров. Потом, девочки, мы вяжем все точно так же, абсолютно точно так же. Только с того момента, где она была 70 сантиметров, ставьте маркер, вяжите точно так же полоски, но в 10-м ряду это может быть или рыжий ряд, или черный ряд. Вот в этом ряду надо просто сделать одну убавку. Да? Я думаю, что вам это я показывать не буду, потому что это все вяжется одно и то же. Только в одном ряду мы делаем одну убавку. Потом опять провязываем 10 рядов, считая при этом вот эти полосочки. И в 11 ряду делаем убавку. Да? Это каждый 10 ряд провязали, убавка в следующем. 10 ряд провязали, убавка в следующем. Вот. И потом получается тогда так, что змея у вас будет... Начиная от головы и до этих 70 сантиметров одной толщины. И потом с этого момента она будет все уже, 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 уже. И делайте до тех пор, пока вы не захотите нужный объем хвоста в конце. Это может быть или вообще маленькая пипочка, или немножечко такой
еще конец, который останется более виден. Там уже вам решать, как вы хотите, да? Ну, вся суть это вот вам показать, а тут вы уже решаете сами. Здесь просто вяжется труба, и в конце она убавляется. Окей? Ну все, вяжем это до конца, всю змею полностью, весь этот длинный хвост. Набиваем однозначно ватой, но не сильно туго, потому что вы ее потом никак загнуть не сможете. Вот, и когда мы ее свяжем, я вам покажу, как я буду оформлять мордашку. Всем добрый день! Я вчера довязала эту змею, села, и да как понесло меня, не могла остановиться. Змея у меня получилась 1 метр длиной. Вот так она примерно выглядит. Вот. Как я вам уже говорила, 60 или 70 сантиметров сперва провязываем без убавок. Я провязала в моем случае 60 сантиметров, а потом уже где-то вот тут я начала убавлять. 10 рядов провязала, убавка, 10 провязала, убавка. Убавку я всегда делала на внутренней стороне. Посмотрите, девочки, впервые в этом видео у меня более-менее переходы пряди идут. Так вот, я делала через каждые 10 рядов именно вот внутренней стороны. На внутренней стороне этой змеи делала я убавки. Но неплохо так выглядит, я могу сказать. Хотя я не очень люблю полосочки вязать только из-за этих переходов. Но тут я, если честно, постаралась. Потом хочу сказать, что вот буквально вот где-то с этого момента мне уже надоело ее вязать. И я стала здесь убавлять каждые 5 рядов. Каждые 5 рядов, и тут уже я, чтобы он все уже был, сделала уже каждые там 2 ряда. Вы уже сами смотрите, самое главное, чтобы это все было параллельно и по одной убавке, не по 2, а по одной, да? Вот, получилась она у меня 1 метр. Здесь мне нужно будет этот кончик просто собрать цыганской иглой и завязать. Сейчас у меня есть для вас часик времени, у меня музыкальная пауза. Нет, вернее, я с работы пришла на паузу и хочу обязательно доделать, потому что вечером у меня не получится. И поэтому я вам сейчас покажу, как я мордашку просто немножечко украшу. Итак, для этого я беру цыганскую иглу и беру прочную нить хлопковую, которую я всегда вышиваю, если вы мои видео смотрите. Всю ту же нитку. Закручиваем эту змею как-нибудь буквой «зю», чтобы она нам не мешала. Если честно, она прям оригинальная, как с того мультика, да, где вот эта вот кобра там есть. И обезьяна. И красиво получилось. Потом я ввела эту иглу вот сюда в кольцо амигуруми, да, и она у меня из-за того, что там узелок, закрепилась. Вывела прямо здесь над глазом. Вот. У меня видео немножечко прервалось, и я хотела заново записать, но я не могу теперь вытянуть этот узел, поэтому объясняю вам так. Сделала узел, ввела иглу в кольцо амигуруми и вывела здесь вот где глаз. Теперь делаем такую взлетную полосу. Если вы сделаете вот так, то будет взгляд немножко такой грустный. Если сделаете вот так, то это, ну, более змеиный такой взгляд. Так, ввожу нить или иглу. Вот, ну, у меня здесь где-то, наверное, сантиметр будет получаться. И выводим эту иглу над другим глазом. Прям вот желательно прям над самым глазом, чтобы это было. Ввели. Натягиваем. У меня получается вот как-то так. Теперь точно такую же взлетную полосу делаем здесь. Желательно, чтобы они были по длине одинаковые. Что-то у меня попершилось в горле. Самое главное не закряхтеть. Это когда я концентрируюсь и кряхтеть начинаю. Дети сидели один раз, кто-то рядом сидел, не помню сейчас кто. Говоришь, мам, ты все хорошо, у тебя что ты закряхтела? Я говорю, не мешайте мне, я концентрируюсь. Я даже не дышу, когда вышиваю. Так, вводим сюда и выводим там, где будут у нас ноздри. Они у нас будут где-то вот тут. Что-то я отразила маленькую иголочку. Вот. Ну, в принципе, такая же у меня полосочка получилась. Вытягиваем мордашку, а то я совсем ее уже зажулькала. Хвост, конечно, твой не в тему сейчас. Ну ладно. Далее делаем вот такую маленькую полосочку. Это будет у нас одна ноздря.
Вводим где-нибудь здесь вот рядышком. И делаем такую вторую ноздрю. Вот так раз, тоже прикладываем. Я надеюсь, она у меня здесь совсем не исчезнет. Она должна быть видна. Вот. Вводим и выводим, где кольцо амигуруми. Там у нас будет рот. Так. Где кольцо амигуруми вывели. Вот так. Красиво, в принципе, получается. Иголочкой так раз-раз, ватку вытянули. Вот. Теперь вышиваем рот. Кладем эту нить вот так вот, как у змеи, в принципе, должно быть. И выводим иглу на другой стороне. Самое главное, чтобы было по размеру все ровненько. Так, натянули. И вторую. Она, конечно, красивая, когда она прям вот так вот, знаете, вот так вот. Но это надо будет или клеем, или чем-то здесь, чтобы такая как волна получалась. Мне кажется, это нереально. Вот. И также вводим опять вот сюда. И я выведу опять здесь же, чтобы здесь сделать узел. Вот, как-то так. Теперь я здесь сделаю узел. Хороший узел. Введу куда-нибудь в голову. Затянула. Господи, какая ты красотка-то у меня получилась. Даже с этим не рассчитывала. Вообще я хотела связать желтую или зеленую змею. Не думала белую, но в инстаграме выставила белую змею. Я поняла, что она им больше понравилась. Поэтому думала, ладно, сделаю белую, но в полосочку. Так, отрезаем эту, натягиваем и отрезаем. Она сама туда исчезнет. И что я вам еще хотела сказать, у этой змеи есть язык. Можно ее без языка делать. Я не хотела язык вязать, потому что не люблю, когда она висит. Она должна стоять, а у нее будет висеть. Конечно, можно взять проволоку тоненькую и обмотать тоненькую красную ниточку, знаете, проволоку. Проволоку можно или клеем намазать таким, есть же клей, не бумажный клей, а специальный для текстиля есть клей, намазать нитку и обмотать тоненькую-тоненькую проволочку, полностью обмотать, как вот язык идет, как рогатка. И на секундный клей туда всадить, и он будет стоять. Вот. Но у меня есть вот такие язычки. У меня есть один вот такой язык. И точно такой же, только маленький. Этот 16 миллиметров, а это, по-моему, 11 маленький. И я тут экспериментировала. Брала ножички и делала из этого язычка делала змеиный язык. Это пластик, он очень тоненький, хорошо режется. Так, сперва я делала вот эту вот узенькую форму. Хотя, мне кажется, лучше сперва... Я надеюсь, что я не накосячу. Мне нужны ровные ножницы, а это кривые. Они изогнутые, как раз мне нужны вот для этой дуги. Ну ладно, попробуем. У меня руки что-то трясутся, девочки, не знаю почему. Кушать хочу. У меня пауза, а я тут видос снимаю, пока дети со школы не пришли. Итак, ладно, режем угол. Так. Делаем вот этот вот страшный такой язык. Мне кажется, самая страшная змея — это ее язык. Так же и в людях, да? Если человек змея, то самое страшное — это что? Его язык. Потому что он без костей. Может такую чушь нанести. Вот. А в змее самый страшный, потому что он делает нам страх. Ну, примерно как-то вот так. Вот. Теперь я эти ножницы беру, потому что они у меня изогнутые. И попробую сделать... Не знаю, девочки, у меня на моих змей с первого раза получилось. Так. Сейчас, лишь бы мне его не закосячить. И вот так. Вот что получилось. Видно на белом?
Тут вот можно еще этот уголочек подрезать. Тут такие штучки, они пришиваются. Ну ладно. Он же не должен быть, да, на 100% такой весь прям угловой. Вот что-то такое. Вы можете, конечно, из фетра вырезать, вы можете связать. Из фетра просто красный фетр вырезаете и на горячий клей или на секундный клей садите. Хотела красивее, ну, пойдет. Можно из маленького сделать. Это если вы вяжете из тонкой пряжи, то маленький. Но я думаю, что здесь из-за такого суперски. Потом берем горячий клей и вот сюда вставляем. Прям вот в эту серединку золотую. Сюда цак, и все. И вот так он будет. Видно, да? Вот я приклею. Намотаю ее на перила. Сегодня еще помню, что они у меня перилами называются. И покажу вам весь мой гадюшник, девочки. Весь. У меня сейчас 3. Потом еще на немецком выйдет одна, будет 4. Потом, когда немецкое видео тоже выставлю, можете посмотреть 4-ю. Вот здесь надо еще что-то в середине, мне кажется, отрезать. Вот. Вот мой гадюшник. А я их начальница. Все. Ну, что-то тут еще вот это вот какая-то такая заусеница, она мне не нравится. Я же ее вижу. Сильно много отрезала, наверное. Видите, чем острее, тем злее. Вот этот кусочек еще лишний. Почему меня трясет? Мне сахар нужен. Я пошла. Я хочу кушать и чай. Все. Как только я приклею, как только я повешу, я покажу вам весь мой коллектив. Итак, девочки, посмотрите. Вот мой собственный личный гадюшник. Красивые девочки у меня получились. Очень красивые. Это белая, такая шикарная. И это то, что мы связали тоже. Если вам нравится, присоединяйтесь в нашу веселую компанию. Год змеи же все-таки наступает. А язычок ничего у нее так получился. О, какая! Мне аж страшно, если я нанесу. Они как живые, честное слово, особенно вот это вот в середине. Знаете, я это самое вот смотрю на этих красоток, и у меня одна в голове сразу песня Аллегровой. Никакая от нее песня вам не идет в голову? Не идет. Она поет: все мы бабы стервы, милый Бог с тобой. Все, девочки. До следующего раза. Люблю вас. Пока.